В этом выпуске мы пройдемся по деревне иракезов, обойдем озеро по знаменитым деревянным настилам, узнаем главный секрет озера Кроуфорд, ну и просто полюбуемся осенним лесом. Привет! Вы на канале «Пройдемся по Канаде». Сегодня у нас первый выпуск, и место прогулки весьма символично. Дело в том, что в переводе с индейского языка Канада обозначает деревня. И сегодня, гуляя по индейской деревне, мы пройдемся по Канаде. Ехать от Торонто около часа. Парковка сразу у деревни. И если при словах «деревня» вы ожидаете увидеть ряды домов, хижин или вигвамов, то вот фиг вам. Иракезы жили в бараках. Слово «иракезы» придумали и стали использовать европейские переселенцы. Коренные жители же называют себя, что в переводе обозначает «жители длинных домов». Понятие «длинный дом» более широко, чем просто строение. Тут и общины, живущие под одной крышей, и вся земля, где стоят индейские деревни. В одном таком доме могли проживать от 30 до 100 человек. В этом доме жил клан, который именовал себя кланом оленей. Олень очень уважаемое животное, которое не только ценный мех, но и... вы поняли. Но все же выживание обеспечило сельское хозяйство. Вот они, главные агрокультуры, получившие свое название «Три сестры». Это фасоль, кукуруза и тыква. Побеги фасоли вьются по кукурузе, так что не надо подпорок. Фасоль дает азот в почве, а также в ее составе присутствуют незаменимые аминокислоты, которых нет в кукурузе. Тыква простирается по земле и укрывает своими листьями почву от солнца, тем самым удерживает влагу и не дает расти сорнякам. Это входит в школьную программу в Канаде. Каждый школьник знает. Теперь знаете и вы. Канада была знаменита добычей меха. Вот шкура убитого медведя. Но не всегда охотник побеждал медведя, иногда и наоборот. Спросите у Ди Каприо. Поэтому недаром рядом со шкурой медведя находится отдел с лекарственными травами. Знание лекарственных свойств растений было на высоте, и это при том, что не было письменности. Зато письменность была у европейцев, и они разнесли на весь мир, как их излечили от цинги отваром хвойных иголок. Также не было и выплавки металлов, и коренные жители до прихода европейцев жили в каменном веке. Но глядя на все эти предметы, корзины, веревки, рыболовные снасти, старую лодку, не оставляет ощущения, что очутился на чердаке у бабушки. Каменный век и натуральное хозяйство почти синонимы. О, а вот и дедушкины лыжи. Шучу. Эти деревянные конструкции с сеткой внутри — снегоступы. Говорят, тренированный человек на них может 50 километров пробежать. Все предметы на экспозиции, как и сам длинный дом, это реконструкция. Оригинальная деревня прекратила свое существование в 1486 году, задолго до прихода европейцев, чем это место раскопок и ценно. Молодцы реконструкторы. Хорошо поработали, все предметы выглядят аутентично. Хотя вот табак вообще ничем не пахнет, выдохся. И жаль зверушек, чьи шкуры тут массово представлены. Длинный дом по соседству только выглядит так же, а на самом деле внутри современный музей и галерея. В музее за витринами лежат археологические артефакты, как доказательство, что все здесь по-настоящему.
История озера Кроуфорд как современного музея-заповедника началась недавно, в 1971 году. Началось с того, что в озере нашли пыльцу кукурузы в толще ила, которому 600 лет. Раз есть пыльца, то где-то рядом было место, где выращивали кукурузу. Начали искать и отыскали жернова. А затем откопали и деревню на 11 домов. Раскопки завершились и в 80-х. А где-то в 90-х начали возводить и реконструкцию деревни. Известно около 1000 археологических раскопок таких деревень в Северной Америке, и накопленный материал позволил возвести длинный дом максимально близко к историческому и достаточно точно описать быт того времени. Кстати, о быте того времени. На пике своего развития деревня насчитывала 450 жителей, что и привело к быстрому истощению земель, а также дефициту дров. По современным оценкам, такие деревни развивались 10-15 лет, а потом переезжали на новое место. Поэтому, как смеются реконструкторы, их длинный дом простоял уже дольше, чем тот из 15 века. И музей будет стоять дольше. На сегодняшний день более 200 тысяч посетителей в год знакомятся с культурой коренных народов. Здесь проводят выставки художников. Кстати, вот и гончарная реконструкция от художника из племени Магавков. Видео с описанием его работы я прикреплю в описании. Сегодня выставок и мероприятий нет, и мы из сумрака помещений отправимся по тропинке к озеру. Погода для конца октября просто замечательная. По пути резьба по дереву. Скульптуры животных опять не просто так. Все эти животные входят в лист исчезающих видов. Озеро всего в 500 метрах, так что прогулка недолгая. Лучший вид открывается со смотровой площадки. Красота. А дальше и к берегу-то не подойти. По всему периметру озера деревянный настил, с которого лучше не сходить. Опять историческая ирония. Глядя на доски настила, вспоминаешь статью в Википедии, что в конце 19 века на берегу озера основали лесопилку, и весь лес вокруг был спилен. Одни поля остались. Так что все, что сейчас выросло вокруг, это молодой лес. Кстати, эта тропа доступна для людей с ограниченными возможностями. Канада в этом плане молодец. Протяженность тропы 1 километр. Быстро и легко. Это не единственная тропа в этом парке, есть и многочасовые. Например, до соседнего парка с чудесным видом с утеса на окрестности, где в ясную погоду видно центр Торонто за 40 километров. А кому и этого мало, есть знаменитая тропа Блюз Трейл, 900 километров. Рекорд преодоления которого 9 дней. Но мы сегодня не за этим. Сегодня мы обратим наш взор на озеро. Озеро тоже часть заповедника и, пожалуй, самое важное. В нем нельзя купаться и ловить рыбу. И, как мы видим, подхода к берегу тоже особо нет. И это неспроста. Таких озер всего пару десятков на всю Канаду. Слово дня – нермиктическое. Так называют озеро, воды которого не перемешиваются, и состав воды у дна, он более-менее постоянный со временем, и все отложения, которые падают вниз, укладываются слоями в соответствии с историей. Говоря про историю, по анализу донных отложений четко видно, как человек влиял на окружающую среду. Сначала иракезы в 13-15 веке истощили локальные ресурсы. С 19 века европейские переселенцы зачистили от лесов уже целые регионы, а с середины 20 века весь мир чадил так, что, сами того не желая, мы вступили в эпоху антропоцена. Все в этих годовых кольцах. С точностью до года можно определить, когда провели ядерные испытания по следам плутония и углерода-14, или увидеть по частицам сажи, когда в соседнем городе установили очистные сооружения на металлургическом заводе. Также четко видно, в какие годы сколько недель стояла жаркая погода, а когда случался ураган. Вот так вот. Смотришь, озеро как озеро. А на самом деле мировой архив по климатическим и геологическим изменениям сразу за 1000 лет. Уникальность этого геологического архива привела к тому, что сейчас озеро Кроуфорд один из 12 кандидатов, и если будет избран, то станет мировым эталоном новой геологической эпохи антропоцен. Помните, в начале выпуска я говорил,
что Канада в переводе с языка иракезов означает «деревня». Так вот, в 60-е годы 20 века канадский мыслитель Маршалл Маклуан предложил концепцию глобальной деревни, которая заключается в том, что благодаря современным средствам коммуникации все события, которые происходят на одном краю мира, становятся известны на другом краю. Выходит так, что если Кроуфорд-Лейк признают эталоном, то весь мир, вся эта глобальная деревня, будет смотреть на маленькую деревню иракезов, как на веху в смене геологических эпох. Такое маленькое озеро и такая большая история.